Здравствуй, мой друг. Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай, 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 слушай. Сегодня мы читаем рассказ Говарда Лавкрафта «За стеной сна». Я часто задумываюсь, почему большая часть рода человеческого не устает размышлять о колоссальных значительности снов и о том загадочном мире, которому они принадлежат. Ведь ночные видения являются по большей части ничем иным, как слабым и фантастическим отражением впечатлением нашего бодрствования, вопреки незрелому символизму Фрейду. Но в них постоянно присутствуют приглушенные отголоски неземной и эфирный характер, которых не допускает их привычной интерпретации. Их неопределенное, но возбуждающее и тревожащее воздействие подсказывает нам, что можно на мгновение заглянуть в сферу ментального бытия, не менее важного, чем физическая жизнь, но отделенного пока от этой жизни почти непреодолимым барьером. Мой собственный опыт не позволяет мне усомниться в том, что человек во время сна, утратив свои земные ощущения, на самом деле переносится в иную, бестелесную жизнь, природа которой существенно отличается от той жизни, которая нам известна, и только смутные и весьма неясные воспоминания остаются в памяти после пробуждения. По этим расплывчатым и обрывочным воспоминаниям мы можем составить множество предположений, но мало что сумеем доказать. Мы можем догадываться, что в мире снов материя в том смысле, как она понимается, в этом мире вовсе не обязательно стабильна и непрерывна, и что время и пространство там не существует в том виде, как мы их себе представляем во время бодрствования. Иногда я начинаю верить, что это менее материальное бытие и есть наша настоящая жизнь, и что наше суетное пребывание на земном шаре вторичный или, по крайней мере, случайный феномен. Этот вывод возник у меня из юношеских мечтаний, наполненных рассуждениями такого рода, когда однажды вечером земной 1901 годов в психиатрическую больницу, при которой я тогда жил и работал, поступил пациент, чья история с тех пор преследует меня неотступно. Согласно записям, его звали Слейтер или Слейдер, и выглядел он как типичный поселенец района Гэллских гор, один из тех странных, отталкивающих отпрысков примитивного корня колониальных крестьян, у которых почти 3 столетия изолированной жизни в холмистых твердынях на малопосещаемой местности вызвали своего рода варварское вырождение, контрастирующее с прогрессом их собратьев, удачно поселившихся в более густонаселенных районах. Среди этого странного народа, точно соответствующего южному определению белое отребье, законы мораль не действуют, и их общий умственный уровень наиболее низок среди всех слоев коренных американцев. Джон Слейтер, который прибыл в лечебницу под бдительным надзором 4 полисменов и был представлен как весьма опасный тип, вовсе не высказывал очевидного
очевидных признаков каких-либо угрожающих наклонностей, когда я впервые увидел его. Он был выше среднего роста и достаточно мускулист, но и производил нелепое впечатление безобидного глупца, сонный, бледный, голубизной своих маленьких водянистых глаз, спутанностью не знавшего бритвы желтого зароста на подбородке и безразличной расслабленностью тяжелой нижней губой. Возраст он был неопределенного, поскольку среди людей этого сорта не принято вести семейные архивы, да и редки сами постоянные семейные связи. Но по облысению его черепа спереди и по гнилым зубам главный хирург определил, что ему около 40 лет. Из медицинских судебных документов мы узнали все, что было собрано по его делу. Этот человек, бродяга, охотник и траппер, всегда казался странным своим примитивным соплеменником. Он спал дольше обычного и, проснувшись, часто говорил необычные вещи в такой причудливой манере, которая вызывала страх в сердцах даже этих лишенных воображения людей. Нельзя сказать, что форма его высказываний была совершенно необыкновенной, поскольку он никогда не говорил ни на каком языке, кроме испорченного говора его местности, но тон и характер его речей были столь мистически дикими, что никто не мог слушать их без ощущения тревоги. Он и сам бывал в этих случаях так же перепуган и сбит с толку, как и свидетели его речей, и по прошествии часа после пробуждения забывал все, что говорил, и по крайней мере то, что побудило его это говорить, и впадал в нормальное, тупое, полудружелюбное состояние, свойственное обладателям холмов. С возрастом выяснилось, что частота и ожесточенность утерянных утренних припадков у Слейтера постепенно возрастали, пока не привели к ужасной трагедии, из-за которой он был арестован властями и месяц спустя помещен в нашу лечебницу. Однажды после глубокого сна, начавшегося под влиянием выпитого виски в 5 часов пополудню предыдущего дня, он проснулся в полдень, причем слишком резко и с завыванием столь ужасным и сверхъестественным, что оно заставило соседей собраться вокруг его хибарки, грязного хлева, в котором он обитал вместе с семьей, такой же неописуемый, как и он сам. Выбежав наружу на снег, он скинул руки к небесам и принялся подпрыгивать криками, выражая свою решимость достигнуть большой хижины с сиянием на потолке, стенах и на полу, с громкой необыкновенной музыкой, слышимой издалека. Когда 2 человека средней комплекции попытались удержать его, он стал бороться с ними с маниакальной силой и яростью и кричать о своем странном желании найти и убить некую штуку, которая сияет, трясется и хохочет. Затем, повалив одного из своих противников, неожиданным ударом он бросился на другого в демоническом кровожадном иступлении, вопя с дьявольской жестокостью, что будет прыгать высоко в воздух и прожжет насквозь все, что станет на его пути. Тут семья и соседи разбежались в панике, и когда наиболее храбрые из них вернулись, Слейтер исчез, а от его жертвы осталось на снегу нечто неузнаваемое, невообразимое, кровавое месиво, то, что было час назад живым человеком. Никто из жителей холмов не решился преследовать его. Вполне вероятно, что они были
первоначальной цели, тем же, что и полицейский отряд шерифа после того, как один из немногочисленных народных ополченцев был случайно замечен доброшенным